Друзья, рада приветствовать вас на второй части мастер-класса по вязанию джемпера. В первой части мы с вами разобрали узор и связали вперед с вырезом горловины и скосами плечей. Что мы делаем дальше? Мы набираем такое же количество петель, как и наперед. У меня это 73 петли. Провязываем резинку, такое же количество рядов, как и в передней части. У меня это 15. И вяжем лицевой гладью прямым полотном вверх, но на 4 ряда больше, чем вперед. То есть 2 установочных ряда плюс количество раппортов, у меня их 6, то есть 60 рядов, плюс еще 4 ряда. Итак, провязываем самостоятельно 66 рядов или то количество рядов, которое нужно вам, на 4 ряда больше, чем вперед. И после этого будем вместе формировать горловину и скосы плечей. Мы провязали самостоятельно резинку и прямое полотно лицевой глади на 4 ряда больше, чем впереди. У меня это 66 рядов. Теперь нам нужно распределить петли на горловину и скосы. Давайте посмотрим сначала на схему. Чем отличается спинка от переда? На спинке вырез начинается выше, поэтому мы и провязываем на 4 ряда больше. Но в то же время количество петель, которые нам нужно закрыть по горловине, остается тем же – 27 петель. Только количество рядов, по которым мы закрываем эти петли, сократилось на 4. Поэтому распределяем мы их теперь по-другому. А именно, посередине закрываем 9 петель. Потом вывязываем левую сторону. Сокращаем 3 петли и в этом же ряду не довязываем 5 петель. Потом сокращаем 2, не довязываем уже 10, потом еще 2 и не довязываем 15, и наконец еще 2 и не довязываем 19 петель. Точно так же мы делаем все на правой стороне. Как вы заметили, укороченные ряды мы вяжем точно с таким же распределением петель, как и впереди. По горловине мы закрываем 9 петель сразу и по 9 петель по бокам постепенно. Итак, начинаем. Посередине зелеными маркерами отмечены те 9 петель, которые мы будем закрывать. По бокам голубые маркеры обозначают те петли, которые мы будем закрывать постепенно по горловине. Начинаем мы с левой стороны. Итак, сначала провязываем первый ряд до зеленого маркера, закрываем 9 петель и вяжем левую сторону. Я довязываю до центральных 9 петель и будем их закрывать. Первая петля, первое закрытие. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое. Мы закрыли 9 центральных петель. Теперь вяжем лицевой ряд до конца и изнаночный ряд без изменений. Мы находимся в третьем лицевом ряду. Нам нужно по горловине сделать 3 убавления и не довязать 5 петель.
Итак, делаем первое убавление, второе и третье. Вяжем теперь до второго маркера и будем разворачивать вязание. Я довязываю до второго маркера. 5 петель остались у нас. Разворачиваю вязание. Переносим одну петлю с левой спицы. Перетягиваем рабочую нить назад. Создаем такую двойную петлю и вяжем дальше изнаночный ряд до конца. В пятом ряду нам нужно не довязать еще 5 петель, то есть всего 10. Вот мы отсчитываем их, учитываем эту первую двойную, вторая, третья, четвертая, пятая. Ставим маркер. За маркером у меня 10 петель. И по горловине убавляем 2 петли. Первая, вторая. Вяжем дальше лицевыми до второго маркера. Довязываем до маркера. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Переснимаем одну петлю с левой спицы. Перетягиваем рабочую нить назад. И вяжем дальше изнаночный ряд. В седьмом ряду нам нужно еще 5 петель не довязать, отсчитываем их. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ставим маркер. За маркером у меня теперь 15 петель. И по горловине нам нужно сделать 2 убавления. Первое. И второе. Вяжем до второго маркера. И будем разворачивать вязание на изнаночную сторону. Довязываем до маркера. Разворачиваем наше вязание. Снимаем одну петлю с левой спицы, затягиваем назад рабочую нить и вяжем остальные петли изнаночными.
В 9 лицевом ряду нам нужно с вами сделать еще 2 убавления по горловине и отсчитать теперь уже 19 петель. 1, 2, 3, 4. Вот 4 от тех предыдущих 15. Ставим маркер. Делаем 2 убавления. Второе. Вяжем теперь эти оставшиеся 3 петли до маркера. Всего 4 на спице. Разворачиваемся. Переснимаем петлю с левой спицы, перетягиваем рабочую нить, создаем двойную петлю и вяжем оставшиеся 2 петли и кромочную. Теперь нам осталось провязать последний лицевой 11 ряд, и левая сторона спинки готова. Итак, провязываем все петли лицевыми. Вот эти двойные провязываем за переднюю стенку. Вот таким образом. Вот она, следующая двойная петля. Входим слева направо за передние стенки и провязываем. Еще одна. И вяжем так до конца ряда. Я провязала последний 11 лицевой ряд. Левая сторона готова, переходим к правой. Рабочую нить прикрепляем вот здесь по горловине и будем вязать с изнаночной стороны. Мы находимся во втором изнаночном ряду правой стороны. Первый ряд это был тот, где мы закрывали центральные 9 петель. Отмечаем маркером последних 5 петель и делаем 3 убавления. Центральных 9 петель, которых мы закрыли, прикрепляем нить. То есть я ее просто фиксирую пальцем и провязываю первую петлю. И делаем 3 убавления. Итак, провязываем первую петлю, вторую изнаночными, протягиваем через предыдущую. Вот у нас первое убавление. Провязываем следующую петлю изнаночной, протягиваем через предыдущую второе убавление и третье. Теперь вяжем этот изнаночный ряд до маркера, до второго маркера, где мы будем разворачивать наше вязание на лицевую сторону. Итак, я довязываю второй изнаночный ряд до конца. Дошла до маркера, 5 петель осталось у нас на левой спице. Переворачиваю вязание на лицевую сторону. Переснимаю петлю с левой спицы. Перетягиваю рабочую нить вперед и назад за работу.
образовалась наша двойная петля, и дальше вяжу лицевой ряд до конца. В четвертом изнаночном ряду нам нужно сделать 2 убавления по горловине и не довязать уже 10 петель. То есть отсчитываем еще 5, вот она двойная. Мы ее считаем как первую, вторую, третью, четвертую, пятую. Ставим маркер, за маркером у меня 10 петель. И начинаем делать убавление. Первое убавление. Второе. Вяжем до второго маркера. Итак, довязываю до второго маркера. Вот на левой спице у нас остались 10 петель. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. Переснимаем одну петлю с левой спицы, перебрасываем рабочую нить вперед. Таким образом создаем двойную петлю. И вяжем дальше лицевыми до конца ряда. В шестом ряду отсчитываем еще 5 петель. Это у нас уже будет 15 петель за маркером. И по горловине делаем 2 убавления. Первое убавление и второе. Вяжем до второго маркера. И переворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Переснимаем петлю с левой спицы, перетягиваем рабочую нить, отправляем ее назад за работу и вяжем лицевой ряд до конца. В восьмом изнаночном ряду нам нужно сделать последних 2 убавления. Первое убавление, второе убавление, маркер нам уже не понадобится. И в этом ряду нам нужно уже не довязать 19 петель. То есть вот от вот этой вот двойной, вот она, отсчитываем ее, считаем вместе, 2, 3, 4. Вот здесь у нас осталось 3 петли провязать, одна у нас на спице, 3 петли еще провязываем и разворачиваемся. Раз, два, 3 и разворачиваем вязание.
Переснимаем одну петлю с левой спицы, перетягиваем нить, создавая двойную петлю, и провязываем оставшиеся 2 петли и кромочную. Теперь нам осталось провязать 10 изнаночный ряд и 1 лицевой. Провязываем 10 изнаночный ряд. Как я провязываю двойные петли, я покажу вам на образце, так как на самом свитере я увела, к сожалению, руки из поля зрения камеры, и там не виден весь процесс. Итак, мы вводим спицу за задние стенки снизу вверх, за задние стенки вот этой двойной петли, и вытягиваем рабочую нить. Вяжем дальше все изнаночные петли. Вот она, следующая двойная петля. Еще раз покажу, как мы вводим спицу снизу вверх, сзади, за задние стенки этой двойной петли. Вначале перебрасываем рабочую нить вперед, вводим спицу снизу вверх, за задние стенки и вытягиваем рабочую нить. И так вяжем этот ряд до конца. Теперь нам осталось провязать последний лицевой 11 ряд, и наша спинка готова. После того, как мы довяжем этот последний лицевой ряд, нам нужно переснять все петли на спицы, и мы будем сшивать крючком по открытым петлям. Итак, складываем плечики лицом к лицу, лицевыми сторонами друг к другу. И будем сшивать, делать плечевые швы. Для этого я использую крючок номер 6 у меня. Ну, подберите такой, которым вам удобнее всего работать. Итак, снимаем одну петлю с одной спицы, другую с другой. И протягиваем рабочую нить через эти 2 петли. Снимаем следующие 2 петли, одну с одной, другую с другой. И протягиваем рабочую нить уже через все 3 петли. Снимаем опять 2 петли по одной с каждой спицы. И вытягиваем рабочую нить. И вот таким образом сшиваем до конца. Стараемся не затягивать сильно шов.
Вот я уже закрыла практически все петли. На спицах остались последние 2. Снимаем их, протягиваем рабочую нить, делаем еще одну петлю, как бы таким образом закрепляем и вытягиваем ниточку. Итак, мы связали с вами вперед и спинку, выполнили плечевые швы. Теперь будем приступать к рукавам. Давайте сначала посмотрим на схему. Как мы вяжем рукав? Я набираю 37 петель и провязываю резинку 23 ряда вверх. И от резинки вяжу 53 ряда по рисунку. И делаю равномерные прибавления с обеих сторон через каждых 5 рядов. Первых 2 установочных ряда. С 3-го ряда вяжем уже узор, то есть первый раппорт. Первое прибавление делаем в 5-м ряду или в 3-м ряду раппорта. Потом в 11-м, в 17-м, в 23-м, 29-м, 35-м, 41-м и последнее в 47-м. Всего прибавляем 8 раз по одной петле с обеих сторон. Конечно же, вы можете подогнать эту схему под себя и сделать больше или меньше прибавлений. Здесь уже все зависит от того, хотите ли вы рукав шире, чем у меня, или уже. Я набираю 37 петель на один рукав. Можно вязать и сразу 2 рукава и набирать 2 раза по 37, то есть с 2 разных клубков. Я буду вязать сначала один, потом второй, потому что мне так проще вам все показывать. Напоминаю, что я вяжу резинку с вытянутыми петлями. В первом ряду мы провязываем лицевую, изнаночную, чередуя их. А во втором ряду уже будем лицевые петли переснимать, а изнаночные провязывать. Итак, наш второй ряд резинки мы изнаночные петли здесь провязываем, а лицевые переснимаем за заднюю стенку. Вяжем резинку на нужную вам высоту. Я буду провязывать 23 ряда. Я провязала 23 ряда резинки. В сантиметрах это у меня получилось примерно 11 сантиметров. В ширину, давайте вам тоже замеряю. В ширину получилось где-то 20,5 сантиметров. Теперь провязываем 2 установочных ряда, один лицевой и один изнаночный. Я провязала 2 ряда и отметила маркерами 23 петли узора. По бокам осталось по 7 петель. Вяжем третий ряд или первый ряд раппорта. Все петли до маркера провязываем лицевыми. Итак, по рисунку первые 4 петли у нас лицевые. Первая, вторая, третья, четвертая. 2 петли с наклоном вправо.
Для этого нам их нужно развернуть, провязать за передние стенки, лицевая, еще 2 с наклоном вправо, 2 вместе, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Теперь 2 вместе с наклоном влево. Напоминаю, что их можно провязать просто за 2 задние стенки, но я вторую петлю переворачиваю. Провязываем теперь их 2 вместе за задние стенки. Лицевая, еще 2 вместе с наклоном влево, и 4 лицевые. Теперь провязываем все оставшиеся петли лицевыми до конца, потом провязываем 4-й изнаночный ряд, и в 5-м лицевом ряду мы будем делать прибавление. Это будет 3-й ряд раппорта. Мы начинаем 5-й ряд, будем делать прибавление по бокам по одной петле. Итак, первую кромочную снимаем, вторую провязываем, и здесь будем делать прибавление из протяжки. Вот она, эта протяжка между петлями. Мы ее набрасываем на левую спицу. И провязываем перекрученной петлей, то есть не за переднюю стенку, иначе будет дырка, а за заднюю. Вот таким образом. Вяжем дальше лицевыми до маркера. И начинаем 3-й ряд раппорта. Три лицевые, две петли вместе с наклоном вправо, лицевая, еще 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, еще 2 вместе с наклоном влево, и 3 лицевые. Дальше вяжем все петли лицевыми, пока у нас на левой спице не останутся 2 петли. Так, вот остались 2 петли. Мы ищем протяжку между 2 петлями
Вот она. Набрасываем ее на левую спицу и провязываем за заднюю стеночку. Теперь еще лицевая и кромочная. Вот таким образом мы прибавили по одной петле с каждой стороны. Теперь вяжем самостоятельно 5 рядов и в 11 ряду будем делать следующее прибавление. С каждой стороны у нас по 8 петель. Будем вязать 11 ряд. В 11 ряду делаем прибавление. Кромочную сняли, лицевую провязали, нашли протяжку, вот она, набрасываем ее на левую спицу и провязываем за заднюю стенку. Дальше вяжем все петли лицевыми до маркера. И начинаем 9 ряд раппорта. 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая. Еще 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид. 9 лицевых петель. Накид, лицевая, накид, лицевая, две вместе с наклоном вправо, то есть влево, прошу прощения, с наклоном влево, лицевая и еще 2 вместе с наклоном влево. Вяжем дальше, пока у нас на спицах не останется 2 петли. Две петли остались, делаем протяжку, поднимаем ее вот так вот и провязываем за заднюю стенку. Провязываем лицевую и кромочную изнаночной. Теперь вяжем самостоятельно еще 5 рядов по рисунку и будем делать прибавление в 17 ряду. Это будет 5-й ряд раппорта. Итак, 17 ряд. Делаем прибавление. Кромочную снимаем, лицевую провязываем, делаем прибавление из протяжки. И вяжем дальше лицевыми до маркера. И будем начинать раппорт. Это будет 5-й ряд раппорта по рисунку. Две лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая,
2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид и 5-й ряд, значит 5 петель посередине. Накид, лицевая, накид, лицевая, две вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном влево и 2 лицевые. Вяжем теперь лицевыми, пока у нас не останется 2 петли на левой спице. Так, вот они, 2 петли остались. Делаем прибавление из протяжки. Провязываем лицевую и кромочную. Ну вот, я думаю, что принцип прибавления петель вам понятен, и теперь вы справитесь самостоятельно. Еще раз покажу вам схему. Мы провязали с вами вместе 17 рядов. Теперь вы вяжете еще 5 и делаете прибавление в 23. Потом еще 5 и в 29, 35, 41 и 47. Или до нужной вам длины рукава. У меня это 5 раппортов. Потом я провяжу еще один лицевой ряд и буду закрывать петли. Я провязала 5 раппортов, 52 ряда у меня в настоящий момент провязаны. Посередине 23 петли. По бокам у меня теперь по 15 петель. Теперь буду вязать один ряд лицевой еще, это будет 53, и в изнаночном ряду буду уже закрывать петли. Итак, довязываем лицевой последний, это у меня 53, и теперь с изнаночной стороны я буду уже закрывать петли. Первую петлю снимаем, вторую провязываем изнаночной и протягиваем ее через снятую петлю. Следующую провязываем, протягиваем через предыдущую и так далее. Итак, рукав готов. Давайте я вам скажу, сколько вот он в ширину у меня по широкой верхней части. Это примерно у меня 40 сантиметров получилось. Вяжем еще один рукав, если вы не вязали сразу 2, и приступаем к обвязке горловины. Я буду поднимать петли от плечевого шва. Поднимать петли и провязывать первые 2 ряда я буду спицами номер 4,5. Таким образом я хочу, чтобы горловина как бы немножечко стянулась и переход был более плавный. Итак, прикрепляем нашу рабочую нить. Вытягиваем первую петлю. И смотрим дальше.
ищем следующую кромочную. И вытаскиваем следующую. Вот следующая. Еще одна. И так далее. Здесь уже можно ориентироваться на лицевые дорожки. И вот так вот одну за другой, ориентируясь по вот этим вот лицевым дорожкам, поднимаем петли. В конце у нас должно получиться четное количество петель, так как мы будем вязать резинку. Итак, я подняла петли, у меня получилось их 80. Обозначаем начало ряда маркером и начинаем с ряда, в котором мы будем лицевые петли снимать, так как нам нужно, чтобы это у нас лицевой был ряд, чтобы лицевая сторона была сверху, поэтому лицевые переснимаем, изнаночные провязываем. Лицевые переснимаем, изнаночные провязываем. И так вяжем этот ряд до конца. Следующий второй ряд будем провязывать все петли, чередуя изнаночные и лицевые. Вяжем второй ряд резинки. Здесь мы будем все петли провязывать. Провязываем и лицевые петли, и изнаночные. В третьем ряду я перехожу на спицы номер 6 и буду вязать уже всю резинку полностью спицами номер 6. Итак, я провязала 10 рядов резинки с вытянутыми петлями и буду теперь закрывать их. Я решила не заморачиваться и закрываю обыкновенным способом закрытия. Можно, конечно, закрыть любым эластичным способом, но в этом случае я использую обыкновенное закрытие. Одну петлю провязываем, следующую провязываем тоже по рисунку, она была изнаночная, и протягиваем ее через предыдущую. Провязываем теперь лицевую петлю, протягиваем через предыдущую. Я подхожу к концу, осталось закрыть несколько петель. И вот последняя петля. Провязываем ее, протягиваем через предыдущую. И сейчас я покажу, как
сделать красивое соединение. Для этого нам понадобится крючок. Нам нужно крючком подцепить вот эту первую нашу косичку, первую петлю. И протягиваем рабочую нить через эти две. Все, обрезаем нить, вытягиваем ее, и наша горловина готова. Теперь нам осталось пришить рукава и сшить свитер по бокам. Я присоединила маркерами рукав к самому свитеру. Важно здесь, чтобы центр рисунка совпал с плечевым швом. Я буду начинать сшивать с середины, от плечевого шва влево. Поэтому оставлю длинный хвостик нити с изнаночной стороны, чтобы потом пришить ним правую сторону. Я вхожу иглой с изнаночной стороны в плечевой шов. И начинаем сшивать. Итак, по рукаву нам важны вот эти вот лицевые дорожки. Мы будем цепляться за них, а на самом свитере будем искать протяжки. Итак, вот она наша центральная петля по рукаву. Вот мы подхватываем обе стеночки. Протягиваем нить и теперь ищем протяжку с противоположной стороны. Так, смотрим. Вот их видно. Вот так выглядят эти протяжки. Вот сюда. Вот она протяжка между двумя петлями. Дальше подхватываем обе стенки петли, следующие от рукава. И ищем следующую протяжку. Это протяжка между кромочной петлей и следующей петлей ряда. Так, вот следующая лицевая дорожка. Подхватываем обе стеночки петли и ищем следующую протяжку. Вот она. И протягиваем нить. Следующая петля, лицевая дорожка, то есть вот она. Подхватываем обе стеночки петли. И ищем теперь следующую протяжку. Маркер уберем, чтобы не мешал. И вот она, следующая протяжка. И так продолжаем до конца рукава.
Так, левую сторону я пришила. Вот такой красивый ровненький шов у нас получается. Вот так выглядит он с обратной стороны. И теперь переходим на правую сторону. Я подхватываю нить, которую я оставила, этот длинный кончик. Вот он. Втягиваю нить в иглу и будем продолжать как бы той же нитью. Выводим иглу опять в центр плечевого шва. И теперь будем сшивать правую сторону. Я только разверну все изделие в другую сторону, чтобы мне так удобнее было сшивать. И начинаем. Подхватываем, находим следующую лицевую дорожку, подхватываем обе стеночки петли. И ищем протяжку. Следующую подхватили, ищем протяжку. Попробую показать поближе еще раз. Итак, подхватываем обе стенки петли с лицевой дорожки и ищем протяжку. Вот она. Итак, рукава у нас пришиты. Теперь нам осталось сшить только боковые стороны. Сшивать мы будем матрасным швом по лицевой стороне. Для этого складываем вместе вперед и спинку. Принцип матрасного шва таков, что игла вводится под протяжку между кромочной петлей и первой петлей ряда поочередно, то с края одной детали, то с края другой. Давайте приступим. Итак, вначале ищем протяжку с одной стороны, вот между кромочной петлей и первой. Вот она, наша первая протяжка. И следующую протяжку в противоположной детали нашей. Вот она здесь. Теперь опять ищем протяжку с противоположной стороны. Вот она. Так, вот есть одна протяжка. И теперь следующая опять на противоположной стороне. Здесь тоже есть. И подтягиваем. Нить все время нужно подтягивать, но не сильно стягивать. Следующая протяжка. Ищем другую на противоположной стороне.
Давайте я вам покажу еще как выполняется этот шов по лицевой глади. Принцип, естественно, тот же самый. Здесь даже эти протяжки лучше видно. Вот она одна. Теперь ищем другую на противоположной стороне. Вот следующая. Так, следующую, вот она, наша протяжечка. И следующая на противоположной стороне. Вот она. И вот таким образом сшиваем все боковинки и рукав до конца. Такой матрасный шов позволяет соединить детали очень незаметно. И с обратной стороны, с изнаночной, выглядит тоже очень аккуратно. Я очень надеюсь, что вам было все понятно и все получилось. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду рада увидеть вас на следующих мастер-классах.